Захожу, а Говорков в твоем компе шарится. Я подумал, ты должен знать, а то мало ли. Это не игра, Алексей Леонидович. Вы даже себе не можете представить, какие могут быть последствия. Я писала обо всех этих людях. Между датами постов и датами убийства не больше месяца. Ты меня очень разочаровал. Полиция проигнорировала откровенные нестыковки в показаниях Фачева и отпустила его. Суд вынес обвинительный приговор, я этого не писал. Неверное имя пользователя или пароль. Кто-то взломал мой пост и почту и написал о деле Левашова. Я даже не могу удалить пост. Я обратился в техслужбу, но они молчат. Алексей Леонидович, вы вообще понимаете, что если хоть что-нибудь случится с Левашовым, вы сядете как минимум на 3 года? Лабусова и Левашова убил один человек, так? Да, именно это я и хочу сказать. А цифры и вот подпись. Кого? Чья подпись, Леха? Художник. Гражданин Яшин Виктор Евгеньевич. Где отец? Ваша группа расформировывается. Алексей Леонидович, принимается решение о возбуждении уголовного дела. О, костер. Что с тобой? Может, ментов позовем? Ты что, дурак? Что мы им скажем? Что мы тут делали? Они родаков позовут. Здрасте. Здрасте, старший следователь Потапов. Фотоаппарат. У нас в отношении Алексея Леонидовича постановление о возбуждении уголовного дела, а также постановление суда о проведении обыска. Я не писал этих постов. Эти статьи в блоге не мои. Тут у вас еще про какое-то убийство? Не убийство, а действие, повлекшее за собой смерть Левашова Степана Кондратича. Статья 109 УК РФ, пункт 2. Левашов Степан Кондратьевич скончался в результате инфаркта. Откуда вы знаете? Наша группа работала на этом деле. Мы сейчас говорим о вас, а не о группе. Я работал в этой группе, я о ней писал. А все-таки писали. Ты чудак, человек. Я же говорю, меня за этим и позвали, чтобы я писал об этой группе. Ну да. Вы закончили? Да. Понятые, подойдите, пожалуйста. Где галочка, пожалуйста, число и подпись поставьте. Татьяна, ваш сотовый телефон тоже принесите, пожалуйста. Я вам битый час объясняю. У меня блог украли. Даже если бы я захотел там что-нибудь написать, я бы не смог. Я даже не могу туда войти. Здорово. Звягин, ты мешаешь. Ну вот, Цезарь. Теперь каждый на своем месте. Рассказывайте.
Блок у него украли. Как можно украсть блок? Это что, кошелек? Рассказываю еще раз. Технически это просто. Взламывается почта, прикрепленная к блогу. Активируется опция «Напомнить пароль». Пароль приходит на почту. Вор меняет в блоге мой пароль на свой пароль, и все. Но сначала нужно взломать почту. Да кому это надо? Есть у меня один соавтор. В блоге проходит под ником ЖЖ Худо. Я подумал, что просто какой-то сетевой тролль. Провокатор вроде тебя. Ник ЖЖ Худо. Посмотрел, подумал, похоже на анаграмму. Поменяй местами. Ник ЖЖ Худо. Художник? Я так и знал, что весь этот интернет-цирк именно так и закончится. Хорошо. А найти-то его как-то можно? Конечно. Если не использовать прокси. Это что-то вроде антиопределителя телефонного номера. Так, это его вещи. Покажи в своем компьютере. Да я же говорю вам, я в блог войти не могу. Зачем вам мой компьютер? Сейчас ты мне будешь рассказывать, как ты можешь войти, как ты не можешь. Показывай, без разговоров. Давай, Леха. Что сначала будешь смотреть фотографии, видеозаписи? Спокойно. Что? Опа, он вернул мне мой пароль. Все на месте, блок работает. Смотри, что сделал, зараза. Удалил всю мою переписку с ним и весь пост по делу Левашова. Какая незадача? Тело нашли? Еще нет. С той стороны озера пляж. Капитан, опросите там всех. Ясно. Ну, а вы, капитан, отвечаете за охрану поселка. Ну что, пойдем, капитан. Есть, капитан. Заодно поболтаем. В коттедже еще один труп. Никифорова Антонина Афанасьевна, 27 лет. Так. Ты куда, капитан? Сейчас. Че тут? Красивая. Поздравляю. Я всех обзвонила, все сочувствуют, помочь никто предложить не может. Но если учитывать, что я без 5 минут за решеткой, то это нормально. Куда сейчас? Да и что они могут сделать? Пост написать? А что я могу, как я могу помочь? Знаешь, найди мне грамотного компьютерщика. Хакера. Ну и что, какого мы здесь делаем? Да тут один участковый на 3 поселка, вот они и позвонили по месту прописки. Спасибо, что в Интерпол не позвонили. Слушай, Дэн, по поводу Лехи. По поводу Лехи ты, пожалуйста, будь спок, с твоим Лехой все будет нормально. Почему? Ну, в его блоге же теперь все чисто, никакого художника там нет, ты же сам все видел. Ну, эти же есть удаленные сообщения. Да эти сообщения могли быть чьи угодно. Ну вот я вижу… Слушай, по поводу Лехи, послушай меня внимательно. Во-первых, я пробил его одежду, но неважно как, короче говоря. У него одежда точно такая же, как была на убийце Шевцова. Ну, такая же не значит та же.
Хорошо. Машину его девушки Татьяны видели возле гаражей Запарина на момент убийства. Это второе. Так. Третье. У него нет алиби, Володя, нет алиби на момент убийства Лабусова. Четвертое. Он знает все даты убийств. Все, понимаешь, Володь? Они были только в деле. И пятое. Пока ты ходил за сахаром, Леша твой рылся в моем компьютере. Это видел дежурный. Шестое. Короче, Леха художник. Нет, ты. Я не понимаю, что ты тормозишь-то? Да ты сам, что ли, не понимаешь? Бред. Да почему? Почему ты не бред? видишь, что не склеится? Ну почему не склеивается? Если он художник, зачем ему эти заморочки с группой? Да это вообще был экспромт, Володь. Он следил за Лабусом, напоролся на нас. Решил воспользоваться такой возможностью. Что тут непонятного? И теперь он соскакивает под статью. Да под какую статью он соскакивает? Пост про Лабусова и спасателей стерт. Нет этого поста, понимаешь? Все. Я соседей опрошу. Здорово. Привет. Ну, что у тебя тут? 2 входных пулевых ранения на левой стороне спины. Оба слепые. Невероятно. Что невероятно? Пуля попала в сердце, а он еще 30 метров пробежал и до середины озера доплыл. Ну что? Ты в 2003 году дело Горжулюка, помнишь? Огнестрел в голову из мелкашки. Так он с пулей в башке еще 5 раз в магазин бегал. А, и с убийцей своим 3 дня квасил. На 4-й только помер. А ты говоришь, сердце. Смотри, какой синий, прям как мы, панк. Конечно, слышали. Да их весь поселок слышал. Возьмите ваш кофе. Но тут домов много, сразу не поймешь, где стреляли. Он въехал в 9:17, а в 9:43 ехала его жена, Карачарова Дина Андреевна. Карачарова Дина Андреевна. А стреляли? Минут через 5, не больше. А выехал, когда Карачарова? Тут такое дело. Мы сразу побежали там, где стреляли. Наверное, тогда и выехал. Че, вдвоем, что ли, побежали за ручку? Да что, одному лезть на рожон? Тут публика всякая. Спасибо за кофе. Да, а видеокамера вас записывает? Да, конечно. Дина Андреевна, в 9:17 ваш муж, Карачаров Сергей Юрьевич, въехал в поселок. С ним в машине находилась Никифорова Антонина Анатольевна. Видимо, для того, чтобы она не попала в кадр, ваш муж предварительно отключил видеонаблюдение в доме. Охрана показала, что вы въехали в поселок за несколько минут до выстрелов. Люди на пляже видели вас у воды. В вашей квартире был найден пистолет системы ПМ, предположительно из которого было совершено убийство. И вот эти вот снимки. Дина Андреевна, поверьте мне, если вы напишете чистосердечное, суд даст вам по минимуму, а может быть и условно. Я никого не убивала. Напрасно вы упорствуете. Есть факты. Мне позвонили, сказали, что Сережа с какой-то очередной девицей в коттедже. Кто позвонил? Во сколько? Охрана. Около 9. Я поехала туда. Пистолет лежал на дорожке. Я подняла его и пошла в дом. Там лежала эта девушка. Потом я услышала крики и побежала на берег. Я испугалась. Я пришла в себя уже дома. А пистолет зачем подняли? Я не помню. Когда я приехала домой, он лежал рядом на сиденье. Ну, допустим, стреляли не вы. Получается, что когда вы приехали в дом, убийца был еще внутри? Я не знаю. Но вы его видели или нет? Нет. Сигнализация в доме не нарушена.
Охрана сказала. Как, по-вашему, убийца проник в дом? Не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю! Коммуникатор есть? Есть. Это не надо. Китай. Китай. Работает? Работает, как часы. Что хочешь? 10. За 8 отдам. Вот все, что есть, 4. Не, не серьезно. Велик у тебя нормальный. За каждый поступок приходится платить. За какой поступок? Ты продался? Это неправда. Неправда. Я возвращаюсь к блогу. Возвращаешься, потому что засветил срок? Испугался. Не вернулся бы. Покажи. Как доказать? Твои друзья взяли невинную, разберись с этим, а я разберусь с виноватыми. Конец связи. Твои друзья взяли... Черт, откуда он знает? О, здорово, Борь. Привет. О, короче, я к тебе. А я к тебе. Че ты с уликами-то по коридорам шастаешь? Пули, извлеченные из тел обеих жертв, выпущенные из Макарова, изъяты у Карачарова. А что с отпечатками? Оружие протерли, но пару мы получили. Идентифицировали? Угадай с 3 раз, кому они принадлежат. Уже угадал. На правой ладони подозреваемой частицы сгоревшего пороха и моющего средства. То есть Карачаров пытался уничтожить улики, это значит, что ее шок? Спектакль, рассчитанный на недалеких ментов и предпенсионных следователей. Ну, то есть на нас с тобой? Ну, где-то так. Капитан, сам подумай, какие свидетели на пляже. Мальчики, девочки, шашлыки, пиво, а может и водка. А до коттеджа почти 100 метров. С такого расстояния несложно и ошибиться, не так ли? Не согласен, капитан? Я почему согласен? Охрана в поселке Дряная. Я не знаю. Я знаю. Предположим, в машине моего зятя вместе с этой, как ее… Никифоровой. Вместе с Никифоровой был еще кто-то. Охрана его не видела. А камеры в доме мой любезный зятек выключил. И, допустим, этот кто-то это все и сделал. Капитан, я говорил со следователем. Он со мной полностью согласен. Господин Шибунов. Осталось уточнить детали, но это дело техники, как говорится. Кем говорится? А это, собственно, кто? А это, собственно, по деталям и технике. По мнению экспертов, ваша дочь застрелила 2 человек из пистолета, который вы подарили зятю к юбилею. Здравствуйте. А вы не… Вы ведь Говорков, блогер. Да. Шибунов Борис Генрихович, депутат Государственной Думы. Да, я знаю. А вы что же, материал тут собираете? Можно и так сказать. К сожалению, у нас никто не застрахован от произвола. Вот и мою дочь арестовали. За что? Говорят, она застрелила мужа и любовницу. Ну, состряпали какое-то заключение, подтасовали факты. Свидетелей нашли каких-то левых. Сочувствую.
Слушайте, а может вы напишите об этом? Ну, как вы умеете. Как я умею? Я рад бы, да у меня аппаратуру изъяли. Это пустяки. Если нужна техника, я готов помочь. Вы, видимо, ни разу не читали мой блог. Ну что ж, но если все-таки надумаете, звоните. Ты что здесь забыл? Я спрашиваю тебя, что ты здесь делаешь? Лех, ты чего? Дело Карачаровой вы видите? Откуда ты знаешь? Шибунова встретил внизу. Ну, с ним разговаривай. Лех, ты же теперь гражданский, мы не имеем права тебе давать служебную информацию. Это понятно. Слушай, Володь, скажи, а вот ты сам лично как думаешь, Карачарова виновна? А тебе зачем? Ну, надо. Приговор там 100%. Экспертиза все подтвердила. Да. А ты когда-нибудь звонишь просто так? Что произошло? Чего? Куда ты влезла? Да, посидишь, Маш, а не условно, а по-настоящему. Да потому что подделать банковские карты – это уголовное преступление, ты понимаешь? Что ты взломала? Какой же я тупой. Какой же я… Борис, есть шанс сменить 4 маленьких звездочки на одну большую. Я коньяк не пью. Я нашел тебе классного спеца по компьютеру Говоркова. Пусть у дознавала башка болит. Боря, Говорков пост про спасателя удалил. У тебя дело сыпется. Когда начальство вызовет тебя на ковер, дознавал тебя сдаст. Почему же меня? Да потому что ты тормозишь, как КамАЗ. Ты прикинь расклад. Начальство на тебя, а ты им восстановленные файлы. Дознавал не при делах, а ты весь в шоколаде. Думай быстрее. В чем здесь подвох? А чего это ты решил мне вдруг помочь? Не очень нужно. Я тебя очень прошу. Виски за мной. Ящик. Ящик. Не меньше. Компьютер оставь. Денис, иди сюда. Выйди иди сюда. Чего? Удавку в сейф верни. Ты что, думаешь, что это я? Я художник? Я не художник. Я только учусь. Иди. Спасибо тебе. Потерпевшая, учительница местной школы, возвращалась от подруги из Москвы электричкой в 20:11. От железнодорожной станции Житкина пошла по улице Рабочей в сторону своего дома. В районе дома номер 4 ее и догнала машина вашего батюшки. А если Житкина врет? Я понимаю, что вам бы очень этого хотелось, но и без Житкиной. Во-первых, остался след от удара на автомобиле. А во-вторых, и это главное, батюшка-то ваш во всем сознался. На машину взглянуть можно? Конечно. Сейчас эксперты закончат осматривать ее, и милости прошу. Возможно, отпустить отца домой. Под подписку о невыезде и, конечно, под мою ответственность. Вы понимаете, Марина Викторовна, ситуация непростая. Вот судите сами. Родственник сотрудника прокуратуры
совершил уголовное преступление. А я, получается, его покрываю. Но это возможно. 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 Всего доброго. Марина Викторовна, дело ведет судья Белецкий. Обратитесь к нему. Если суд изменит меру пресечения, ни у кого вопросов не возникнет. Алло, Борис Генрихович, здрасте. Говорков Алексей. Да, решил. Не подскажете, как проехать к дому вашего зятя? Так что вы хотите от меня? Станислав Викторович, ну, учитывая обстоятельства, скажите, возможно ли смягчить меру пресечения на подписку о невыезде? Разумеется. Пусть Проскурин представит ходатайство, я подпишу. Проскурин не подаст ходатайство. Марина Викторовна, как же я могу удовлетворить ходатайство, которого нет? Поговорите с пострадавшей. Может быть, она согласится забрать заявление. Спасибо. Чем могу? Каждый кузнец своей судьбы. Гай Юлий Цезарь. Человек с пулей в спине выбегает за калитку и бежит к воде, за ним бежит женщина с пистолетом. За этой сценой наблюдают все мирные дачники, гуляющие на берегу тем солнечным утром, и все они видят и рассказывают одно и то же, с точностью до мельчайших подробностей. Но так же не бывает. Всегда же найдется кто-то, кто стоял чуть ближе или заметил чуть больше. Вот, например, этот рыбак. Здорово. Здорово. Как звать? Рыбак. Леха. Давно сидишь, рыбак? Давно. Видел, слышал, что? Видел, слышал. Стреляли, женщину выбежала. А солнце где было? Ты что, из полиции? Из полиции, из полиции. Где солнце было? Там. И женщину ты видел, да? И женщину видел. Какая из них, узнать сможешь? Вот, вторая. Да, точно вторая. Вторая. Точно, да? Точно. Хорошее у тебя зрение. Пап. Садись. Садись. Что произошло? Следователь сказал, что ты во всем признался. Понимаешь, дочь, я растерялся. Там было темно, ночь, фонари не горят, и потом эти тучи. И я подумал, а вдруг правда? Понимаешь? Я им объяснил, что я никакой женщины не видел. Папочка, это не имеет значения, видел ты ее или нет. Ты косвенно признал свою вину. Но я не говорил, что я сбил эту женщину. Да, я понимаю. Ну, ты сказал, что ты мог ее сбить и не заметить этого. Ты понимаешь, что за это тебе могут дать 5 лет? Как так? Нет, они должны во всем разобраться. Правда? И потом, ты же следователь.
Постой, помнишь, ты говорил, что тебе в тот день звонил какой-то незнакомый человек? В тот самый день. Марина Викторовна, это Говорков, нужна помощь. Послушайте, Алексей Леонидович, мне правда не до ваших детективных забав. Послушайте, это важно. Для кого? Для вас. Если все срастется, вы сможете помочь вашему отцу. Послушай, если ты сунешься в это дело, я клянусь, я тебя засажу. Ты понял меня? Понял. Алло. Рассказывайте. Я по поводу дела Карачаровой. Я впервые об этом слышу. Вы знаете Шабунова? Да, дальше. Ну вот, Карачарова и его дочь ее обвиняют в двойном убийстве. Дело ведет Денис и Володя. Я не понимаю, при чем тут я? Ребята сами во всем разберутся. Да, ребята во всем разберутся и посадят невиновного человека. А так все в порядке. Послушайте, если Хлопонин в чем-то убежден, значит, наверняка так оно и есть. Послушайте, Марина Викторовна. Карачарова невиновна, я уверен. Откуда? Неважно. Если мы сможем это доказать, то я уверен, что Шабунов не откажется в помощи вашему отцу. Хорошо. Я через час буду. Вы где? Я перезвоню, кое-кого встретил. Часто здесь висишь? Ты что не здороваешься? Здорово. Выстрел слышал? С какой целью интересуешься? А это не я интересуюсь, это полиция интересуется. Ха, ну я так и подумала. Мелочь есть? Так что видела? А ты чё ее фоткаешь? А ты чё не здороваешься? Здорово. Тогда и нас пофоткай. Остановись. В лицо не бейте, а то фотографии страшные будут. Но на руке у Карачаровой были найдены следы пороха и моющего средства. Плюс несколько свидетелей на пляже и орудие убийства. Я Покатухина В прибил. ее доме. Я тоже. Он диск с записью видеокамеры отдал только сейчас. Держи. 3 фотографии вымолил. Сейчас кино будем смотреть. А что в кейсе-то было? Ты как? Свидетели не могли видеть Карачарову. Максимум какой-то силуэт солнца светило в ту сторону. Им в глаза. Понятно. Я правильно поняла, что Карачарова, она, в принципе, не отрицает, что это была она? Она не отрицает, что она была на берегу. Может, была вторая женщина. Какая? Не знаю. У Карачаровой на ладонях обнаружили частицы пороха. В заключении об этом ничего не сказано. А эти частицы, они должны были быть на одежде тоже. А при задержании она была в том же костюме, что и в доме там. А вы откуда знаете? На доске фотографии висели, я видел. Версия, конечно, любопытная. Но доказательств нет. Одни домыслы. Есть тут
Группа в полосатых купальниках. Скажите, какие у вашего убитого шефа были отношения с женой? Понимаете, Сережа, он женился по расчету. Ну, это ни для кого не секрет, на самом деле. Это все знают. Дина Андреевна, она была невеста не с улицы. Почему нет? Почему он тогда таскался по девчонкам? Шеф никогда не таскался по девчонкам, как вы выражаетесь. Да, вот фотографии с места убийства говорят об обратном. В деловом мире есть такое понятие, как протокол. Так вот, если он говорит о том, что вы должны быть на приеме со спутницей, значит, вы должны быть на приеме со спутницей. Неважно, кто она, никого не интересует. Главное, чтобы уровень соответствовал. Ну, а что же он жену с собой не брал? Он брал поначалу. Ну, Дина Андреевна, она, понимаете, она имела привычку закатывать скандалы, не выбирая место, время. Ну-ка, а вот с этого места поподробней. Ну, понимаете, она могла прийти в офис, приходила на прием. Да, закатывала истерику, поливала его соком. Да, за то, что он якобы флиртовал с девушкой. А на самом деле что происходило? Да, на самом деле он просто разговаривал с ней. Я вам объясню. В бизнесе есть свои правила. И выбор очень прост. Или ты им следуешь, или ты очень быстро оказываешься вне бизнеса. Да. Ну, а с девчонками-то он где знакомился? А это сотрудница нашей компании. Он убивал двух зайцев сразу, появлялся на приеме с роскошной спутницей и, так сказать, демонстрирует товар лицом. Константин Дмитриевич, там Лосихин на связи. Я прошу прощения, господа. Одну секундочку. Лосихин подождет, а мы все-таки договорим. Правда же? Садитесь, садитесь. Варенька, скажи, я попозже перезвоню. Хорошо. А вот убитая Антонина Никифорова, она тоже была частью, как вы говорите, протокола? Тоня занималась работой с творческими кадрами. Ага, а почему же они встречались с ней в коттедже, а не в офисе? Но Сереже нравилось встречаться за городом. Он говорил, там благоприятная атмосфера. А что значит нравилось встречаться? Речь идет о переговорах. У Карачарова с собой был кейс. Вам известно, что у него было? Ну, не знаю, может быть, там деловые бумаги, снимки. Скажите, у вашего шефа был счет в банке? Тебя как зовут? Ну, Петр. А че? Послушай меня, Петр. Будешь гоп-стопить, сядешь, понял? Найти тебя недолго. Мобилу давай. Давай. Алексей Леонидович. Поздравляю, Петр. Завтра утром ты станешь звездой. Вчера здесь были? Да мы каждый день здесь. Когда дождя нет. И пиво есть. Каникулы же. Прекрасно. Женщину на берегу у коттеджа видели? Покажите фотографию, пожалуйста. Она? Да, это она стопудово. Какая-то другая женщина была? Нет. Ладно. Версия, конечно, красивая. Мужик был в плавках. Какой мужик? Я же говорю, в плавках. Ты можешь нормально изъясняться? Ну чего тут непонятного? Который в воду лез, был в плавках, а которого вытащили, был в трусах. А, точно, мы еще ржали, что он плавками успел махнуться, когда нырял. Ребята, вы ничего не путаете? Я ошибся. Была не вторая женщина, а второй мужчина. Ну, конечно. У Карачарова Сергея Юрьевича есть счет в нашем банке. Сколько денег на счету? Показываю еще раз. На сегодняшний день 1 миллион 370 тысяч евро. 3 дня назад сколько было? Ну, как раз 3 дня назад Сергей Юрьевич снял 500 000 евро. Наличными? Ну, мы предлагали ему услуги инкассации, но он отказался. Он что, эти деньги в трусах унес? Сложил все в металлический кейс и ушел. Кто дежурил в утро убийства?
Мы. У нас график 12 через 12. Понятно. А кто сообщил Карачаровой о приезде ее мужа в поселок? Не знаю, мы никому не звонили. Да. Хорошо, я сейчас приду. А на кого записан коттедж? На владельца. Ну, на Карачарова. Угу. А если что-то произойдет с ним или его женой, кому вы должны об этом сообщить? Вам нужен его номер? Ковалев Константин Тимофеевич. Нет, мне номер его не нужен. Будьте добры, пожалуйста, позвоните ему и скажите, что вам завтра придется включить камеры и сигнализацию. Пусть он приедет, проверит, что все в порядке. Убийца проник в дом, застрелил Карачарова и Никифорова. И никто не слышал выстрелов. Стены в доме толстые, музыка на пляже. Да, музыка играла, это факт. Да. Потом он спокойно раздел труп Карачарова, спустил его в воду. Свет был с этой стороны, он слепил, и на том берегу никто ничего толком не видел. Хорошо, а время смерти? В озере температура меняется в течение дня, и если тело побыло там хотя бы 2 часа, то установить точное время смерти практически невозможно. На это был расчет. Лех придумал. Сказочник. Затем он позвонил Карачаровой, дождался, пока она приедет в поселок, и сделал выстрел в воздух, спокойно пошел к озеру, прыгнул в него, доплыл до середины, нырнул и на том берегу вышел, как ни в чем не бывало. Круто. Аплодировать можно? Можно аплодировать. Но если бы он не выстрелил в воздух, если бы с той стороны не было бы этой компании молодежной, если бы не было девушки, которая случайно заметила его, а самое главное, если бы не было Алексея Леонидовича, который нашел эту компанию, то убийце бы все сошло с рук. Так что, я полагаю, действительно можно аплодировать. Скучать без нас будешь? Буду. Мне кажется, я знаю, зачем убийца раздел Карачарова. Он приехал на пляж пораньше, разделся, позагорал, погода чудная. Пошел поплавать, приплыл сюда, все. Откуда ж ты такой умный взялся? Деньги он как вынес? Андерсон. Да, действительно. 500 000 в плавке все-таки не спрячешь. А он их не выносил. Деньги в доме. Куда? Назад. Назад, я сказал. Назад, я сказал. Вали! Куда ты идешь, придурок? Иди сюда! Иди сюда! Полиция! Уйди в сторону! Придурок! Алексей, я же сказала! Да. Куда побежал? Куда побежал? Ты как, слышишь меня? Волшебно! Точно? Да! Точно в порядке? Где он? Не знаю. У тебя кровь. А, это Хлопонина. Что это там? Где? Там. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
ходе проведения оперативных мероприятий у группы появились обоснованные сомнения в виновности гражданки Карачаровой. Дальше. Оперативники сообщили их старшему группы. Станислав Матвеевич был занят и попросил меня присоединиться к следственным мероприятиям. Появились дополнительные улики. По согласованию со старшим группы мы произвели попытку задержания убийцы. Ну что, все так и было? В общих чертах. Я считаю, группа отлично выполнила свою работу и заслуживает благодарности. А что с трупом на берегу? По факту гибели гражданина Ковалева будет проводиться отдельное расследование. А это что за цифры? Мы пока не знаем. Эта группа может работать в прежнем составе. Ну, группа в прежнем составе. Работайте.